Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем шапку узором вафля. Вяжется она очень легко и быстро. Шапку можно связать на любой размер. Для начала нам необходимо будет связать вот эту часть, резинку. Можно также провязать и без отворота, если захотите. Резинка вяжется в длину на окружность вашей головы. Далее провязывается данный узор по кругу. И здесь в конце делаем убавки. Вот такая получается круглая макушка. Сюда можно закрепить помпон по желанию. Глубина шапки 21 сантиметр. Если вы захотите шапочку поглубже, то необходимо будет до рядов, где делаются убавки, провязать больше рядов основного узора. Еще я связала такую же модель, но более из толстой пряжи и на больший размер. Здесь у нас получаются вот такие вот квадратики, они более рельефные. Вязала я из пряжи Alize Lana Gold Classic. 100 граммов 240 метров. 51% акрил, 49% шерсти. Цвет данной пряжи 21. А цвет этой пряжи 166. На данную шапку ушел один моточек пряжи. А эту шапку я вязала из пряжи Alize Superlana Maxi. Здесь идет в 100 граммах 100 метров. 75% акрил, 25% шерсти. Но на данную шапку у меня ушло почти 2 мотка пряжи. Также нам понадобится игла с большим ушком для того, чтобы стянуть макушку. Маркеры. Можно взять просто булавки. И также крючок номер 5. Это я использовала для данной шапки. А если будете вязать из более толстой вот этой пряжи Alize Superlana Maxi, то можете взять крючок номер 6 или 7. Делаем петлю. Завели крючок. Провязали. Это первая воздушная петля, вторая, третья и так далее. Набираем 18 воздушных петель. Я набрала 18 воздушных петель. Вот у нас первая, вторая, третья. И возле крючка это 18 воздушная петля. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Далее вяжем первый ряд, провязываем столбики без накида, вводим крючок во вторую петлю от крючка. Первая, во вторую. 2 петельки на крючке провязываем вместе. Вот эту крайнюю петлю отметьте маркером. Очень часто в конце забывают провязать последнюю петлю, поэтому я рекомендую устанавливать маркер. Далее в следующую. Таким образом, в первом ряду провязываем 18 столбиков без накида. Провязываю последний 18 столбик в ряду. Тянем за кончик нити и затягиваем здесь. Далее в конце всегда одна воздушная петля. Перевернули. И все последующие ряды вяжем, захватывая заднюю стенку петли. Вот идет косичка, захватываем только заднюю стенку петли. Также провязываем со второй петли от крючка. Вводим крючок за заднюю стенку, вытянули и провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю отметьте маркером. Далее в следующую. Это второй столбик, третий и так далее до конца. Также у нас будет всегда по 18 столбиков без накида. Довязываем до конца. Здесь покажу, как провязать последнюю петлю в
В конце 18 столбик провязываем за обе стеночки петли. Это для того, чтобы у нас край был ровный. Захватываем обе стенки петли. Также провязываем столбик без накида. В конце 1 воздушная петля, перевернули, и ряды у нас повторяются. Также провязываем со 2 петли от крючка за заднюю стенку, провязываем столбик без накида. Также провязываем до конца 18 столбиков без накида. И в конце провязываем за обе стенки петли. Таким образом провязываем последующие ряды по 18 столбиков без накида. Провязываем на необходимую длину. Я провязала резинку. Здесь у меня 78 рядов. Ряды можно пересчитать. Вот такая вот одна полоса. Здесь 2 ряда. В длину она получилась 48 сантиметров. Это я вязала на размер 57-58. На данную длину у вас может быть другое количество рядов. Все зависит от пряжи, от крючка и от плотности вашего вязания. И высоту получилось 12 сантиметров. Складываем пополам. Здесь нет изнаночной и лицевой стороны, так как узор с двух сторон одинаковый. Рабочую нить оставляем внутри. Вот она, наша петля. С этой стороны мы заводим крючок под каждую петлю, вот здесь вот. А здесь у нас идут косички. Здесь мы захватываем только переднюю стенку петли. Для начала вводим крючок в самую крайнюю петлю и вытягиваем нить. Подтянули. Далее заводим крючок начала с этой стороны, где у нас идут косички. Первую пропускаем, заводим во вторую, захватывая переднюю стенку петли. Далее находим вторую петлю с этой стороны. Первая мы уже провязали. Захватили рабочую нить и протягиваем через все петли. Провязываем соединительную петлю. Далее снова с этой стороны. Здесь в следующую. Таким образом делаем соединение до конца. Здесь у нас получается такая вот косичка. И при отвороте у нас здесь тоже не будет видно шва. Провязываю последнюю петлю. Первый ряд провязываем столбики с накидом. Вводить крючок будем в каждую петлю ряда. Вот у нас идет такое ребро, сверху него петля, вогнутый такой ряд, тоже сверху него петля. И в каждую петлю будем провязывать по столбику с накидом. Число столбиков должно быть кратно 3. Это кончик нити у меня от начала первого ряда. Его можно здесь уложить и провязать вместе. Вот где мы закончили соединение. Далее находим следующую петлю. Идет ребро. Вводим сюда крючок. Вытянули и провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. Данный столбик будет нам заменять также столбик с накидом. Делаем накид. Находим следующую петлю. Вот вогнутый ряд. Сверху него петля. Провязываем 2 петли. И еще 2. Далее в следующую.
И провязываем по всему кругу столбики с накидом. Я провязала первый ряд столбики с накидом. Как я говорила, число столбиков должно быть кратно 3. У меня здесь не хватает еще 2 столбиков, и поэтому в конце я их добавлю. Делаю накид. Вот я провязала последний столбик. Сюда же провязываю еще один. И второй я добавлю, где у нас идет вот первый самый столбик. Вот мы делали здесь соединение. Вот сюда вот провяжу еще один столбик. Все, теперь мы сделаем соединение. Вот у нас идет первый столбик. Здесь мы провязывали столбик без накида и 2 воздушные петли. Заводим крючок вот здесь вот под петлю и провязываем соединительный столбик. Далее делаем 3 воздушные петли, перевернули и будем вязать второй ряд. Столбик из воздушных петель он нам будет заменять столбик с накидом. Здесь мы будем провязывать во втором ряду столбики с накидом и рельефно-лицевые столбики. Первый у нас идет столбик с накидом. Далее находим следующий столбик, вот он идет. Здесь мы провязываем рельефно-лицевой столбик. Делаем накид, вводим крючок спереди под столбик, вот таким образом. Вытягиваем петлю и провязываем столбик с накидом. Вот эту петлю тоже можно отмечать маркером, чтобы знать, куда делать соединение. Далее провязываем в следующий также рельефно-лицевой. Далее просто столбик с накидом. Вот идет следующий столбик, сверху него вводим крючок в петлю, столбик с накидом. Далее снова 2 рельефно-лицевые. Накид спереди под ножку вот этого столбика. Заводим. Провязываем первый столбик и второй рельефно-лицевой. Далее снова просто столбик с накидом. Два рельефно-лицевые. Столбик с накидом. Вот таким образом провязывается второй ряд. Мы чередуем, провязываем 2 рельефно-лицевых столбика и столбик с накидом над следующим столбиком. И так провязываем до конца ряда. В конце второго ряда осталось провязать 2 рельефно-лицевых столбика. Начинали мы вот со столбика, он состоит у нас из воздушных петель. Далее делаем соединение. Вводим крючок под петлю вот сюда и провязываем соединительный столбик. Далее делаем 3 воздушные петли и переворачиваем. Теперь будем вязать третий ряд, и в третьем ряду мы будем провязывать просто 2 столбика с накидом и 1 рельефно-лицевой. Рельефно-лицевой будем провязывать вот сюда. Вот видите, здесь уже видны вот такие выпуклые столбики. Сюда провязываем рельефно-лицевой. А здесь провязываем по столбику с накидом. Итак, провязываем рельефно-лицевой в начале. Вот смотрите, вот здесь провяжем рельефно-лицевой, затем идут просто 2 столбика с накидом. И вот он идет выпуклый столбик. Здесь также рельефно-лицевой.
Провязываем 2 столбика с накидом в первую петлю, в следующую. Вот мы их провязали над предыдущими столбиками. Далее идет рельефно-лицевой. Затем снова 2 столбика в каждую петлю по одному. Снова рельефно-лицевой. Два столбика с накидом. Первый, второй, рельефно-лицевой. И таким образом довязываем до конца третий ряд. Здесь он закончится столбиком с накидом. Вот у нас столбик из воздушных петель. Он нам заменяет столбик с накидом. Далее идет уже рельефно-лицевой. Довязываем до конца. Я провязала третий ряд, у меня закончился столбиком с накидом. Вот идет столбик из воздушных петель, самый первый. Заводим вот сюда крючок. Сделали соединение и провязываем 3 воздушные петли. Перевернули. И теперь ряды у нас повторяются. Четвертый ряд у нас вяжется точно так же, как и второй. Мы провязываем 2 рельефных столбика и 1 столбик с накидом. Провязываем их, где находятся вот эти выпуклые рельефные столбики. Здесь мы провязываем рельефные. А вот здесь видите такой вогнутый столбик. Над ним провязываем просто столбик с накидом. Вот у нас есть столбик из воздушных петель, который нам заменяет столбик с накидом. Он будет относиться вот к этому столбику. Далее идут 2 рельефных столбика. Здесь также провязываем. Первый рельефный столбик. Петлю можете отметить маркером, если хотите. Далее второй рельефный столбик. И просто столбик с накидом над следующим столбиком. 2 рельефно-лицевые столбика. Столбик с накидом. И таким образом провязывается четвертый ряд. И с этой стороны у нас образуется вот такой вот уже узор. В четвертом ряду ряд заканчивается 2 рельефными столбиками. Вот у нас идет столбик из воздушных петель. Делаем соединение. 3 воздушные петли. Переворачиваем. И пятый ряд у нас вяжется точно так же, как и третий. То есть здесь мы должны провязывать 2 столбика с накидом и 1 рельефный. Вот где у нас вот этот выпуклый столбик, здесь провязываем рельефный столбик. Итак, здесь у нас вот этот столбик будет относиться вот сюда. Далее идет рельефный столбик. Затем 2 столбика с накидом в последующие 2 петли. Вот он выпуклый идет. Сюда провязываем рельефный. Снова 2 столбика с накидом. И рельефный. Таким образом провязываем пятый ряд. Он у нас закончится столбиком с накидом. Вот у нас идет столбик из воздушных петель. Вот в эту петлю столбик с накидом. Делаем соединение. И последующие ряды повторяются. Вяжется точно так же, как и второй и третий ряд. Получается следующий 6-й ряд. Вяжем как второй, 7-й снова как третий. Я провязала здесь 10 рядов. И следующий 11 ряд будем вязать с убавками. Здесь у меня получилось 10,5 где-то сантиметров.
либо если вот так вот в сложенном виде, 15 сантиметров. Это у меня был 10-й ряд. Здесь провязывала я 2 столбика рельефных и 1 столбик с накидом. Затем сделала соединение, 3 воздушные петли, переворачиваем и вяжем 11 ряд. Здесь у нас мы должны делать убавки. Вот идет рельефный столбик. Вначале провязываем сюда рельефно-лицевой, затем 2 столбика с накидом вот в эти 2 петли. Делаем накид, провязываем 2 петли и 2 петли оставляем на крючке. Снова накид, следующий столбик с накидом, провязываем 2 петли, а затем все 3 петли на крючке провязываем вместе. Получается, так мы делаем здесь убавку. Затем рельефно-лицевой и снова делаем убавку. Провязываем 2 петли, 2 оставляем, следующую снова 2 петли провязали и 3 петли на крючке. Рельефно-лицевой столбик с накидом, убавка, вот таким образом вяжем до конца 11 ряд. В конце 11 ряда осталось провязать сюда столбик с накидом. Вот у нас первый идет столбик из воздушных петель. Делаем накид, провязываем 2 петли. И чтобы у нас здесь тоже сделать убавку, вот 2 петли не провязываем, заводим вот сюда вот под петлю, сразу же делаем соединение, вытягиваем через вот эти все петли на крючке. Тогда у нас здесь получится убавка. Далее снова делаем 3 воздушные петли, перевернули и будем вязать 12 ряд. В 12 ряду будем провязывать 1 столбик с накидом и 1 рельефный столбик. Вот у нас идут 2 столбика вместе. Вот сюда будем провязывать 1 рельефный столбик. Видите? А здесь мы будем провязывать столбики с накидом в каждую петлю. Вот у нас идут первых 2 столбика вместе. Сюда провязываем рельефно-лицевой. Далее столбик с накидом. Рельефно-лицевой. И столбик с накидом. Таким образом довязываем до конца 12 ряд. 12 ряд закончился рельефно-лицевым столбиком. Вот у нас столбик из воздушных петель. Делаем соединение, 3 воздушные петли и вяжем 13 ряд. 13 ряд у нас также будет с убавками. Здесь мы провязываем, вот у нас идет выпуклый столбик, делаем накид, рельефно-лицевой провязываем 2 петли, 2 оставляем на крючке. Следующий у нас просто идет столбик с накидом, провязываем 2 петли, а затем все 3 петли на крючке. Снова рельефно-лицевой, провязываем не до конца, 2 столбика, следующую петлю, 2 и 3 петли на крючке. Таким образом делаем убавки. Провязываю в 13 ряду последнюю убавку, делаем накид, рельефно-лицевой не до конца, 2 петли провязали, 2 петли остались на крючке.
Вот он столбик из воздушных петель. И сразу же делаем соединение. Вот смотрите, убавки у нас идут всегда по лицевой стороне, и мы делаем их в нечетных рядах. Вот он, 13 ряд я здесь делала убавку, и получается в 11 ряду я также делала убавку. Делаем 1, 2, 3 воздушные петли, перевернули. В 14 ряду провязываем только рельефно-лицевые столбики, делаем накид, вводим крючок под 2 вот этих столбика. Это у нас была убавка из 2 столбиков. Вот таким образом вводим здесь крючок и провязываем рельефно-лицевой накид. Вот она, следующая убавка из 2 столбиков. Провязываем в 14 ряду только рельефно-лицевые. Провязываю в ряду последний рельефно-лицевой столбик. До конца не провязываем, так как у нас здесь есть столбик из воздушных петель. Чтобы у нас не было лишних петелек, здесь делаем сразу же соединение. Таким образом сделали соединение. Снова 3 воздушные петли. Переворачиваем. Здесь делаем также убавки. Будем провязывать рельефно-лицевые, захватывая 2 столбика. Накид. Вот захватили первый, второй сразу столбик захватили. И провязываем рельефно-лицевой с накидом. Снова накид. Вот вводим крючок в петлю, захватили 2 столбика. Итак, довязываем до конца. Это у нас будет последний ряд. Провязываю последний рельефно-лицевой. 2 петли и сделаем соединение. Вот столбик из воздушных петель. Сделали соединение, и теперь нам осталось только стянуть макушку. Для этого оставляем кончик нити, обрезаем. Протягиваем нить через петлю, полностью ее вытягиваем. Затянули, и необходимо нить продеть в иглу. Выверните шапку на изнаночную сторону. Она выглядит вот таким образом с изнанки. И теперь по кругу собираем все петли. И аккуратно стягиваем макушку. Теперь еще раз прошиваем в нескольких местах. Вот такая ровная получилась макушка. Сюда можно закрепить помпон. Продаются уже готовые, либо можно сделать самому из таких же ниток. У меня есть короткое видео, ссылку оставлю здесь, можете посмотреть. Надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.